Привет, друзья! С вами снова канал Не Бегаю. И мы продолжаем говорить без лжи, без страха, без цензуры. Минувшая неделя стала очередным подтверждением того, что белорусские земсилы в эмиграции возглавляют люди, для которых борьба за новую Беларусь — это всего лишь лозунг, над которым можно легко и бесконтрольно пилить западные идейки. Информация об этих политических аферистах постепенно выходит наружу, и мы верим, что рано или поздно они понесут ответственность за свои деяния. Но давайте обо всем по порядку. А сейчас устраивайтесь поудобнее, проверьте, подписались ли вы на наш канал. И не забудьте поделиться видео со своими друзьями. После просмотра видео обязательно поставьте лайк и оставьте свой комментарий. Это важно для продвижения нашего независимого канала. Поехали! Начнем мы с главного ньюсмейкера белорусского инфополя Сергея Тихановского. На прошлой неделе первый джентльмен, или, как тонко подметили наши подписчики, первый ледь белорусских демсил, возобновил свои стримы в YouTube. В анонсе этих стримов Тихановский сказал, что готов ответить на любые вопросы. А так как, по утверждениям самого Тихановского, он не балабол, где-то даже затеплилась надежда, что вот сейчас мы реально узнаем что-то интересное. Где я поделюсь с вами очень интересной информацией и отвечу на все ваши вопросы. К сожалению, Сережа забыл упомянуть, что он ответит на все вопросы, которые пропустят его модератор. Тому, с какой скоростью под стримом удалялись неудобные вопросы и критические комментарии, может позавидовать любой гонщик Формулы-1. И это еще одно подтверждение того, что Тихановский принял правила игры офиса. Я бы назвал их правила имени Вечерка и Лебедька. Суть их простая. Минимум критики в адрес сами знаете кого, а тех, кто критикует или задает острые вопросы, сразу записывать в агенты режима или блокировать. Единственное, что точно можно понять из стримов Тихановского, это тот факт, что он, к сожалению, все-таки балабол. Иначе как объяснить высказывание, что он уже не знает, что делать, если вдруг режим под давлением Трампа выпустит 1300 политзаключенных? А еще 3 недели назад Тихановский бил себя в грудь и кричал, что он готов пригнать к границе хоть 20, хоть 100 автобусов. Да, как раз в том видео Тихановский и назвал Лукашенко балаболом. Как говорится, они нашли друг друга. Так вот, Александр, тебе наш ответ. Мы готовы принять всех, принять каждого политзаключенного, молодого, старого, больного, здорового. Нам важен каждый. Мы уже организовали 20 автобусов, и они готовы выехать на границу с Беларусью в любой момент. Не проблема, надо будет 100, пригоним 100 автобусов. А представьте, 1300 распланировать. Куда они заедут, на каких автобусах. И если ты, Александр, готов отвечать за свои слова, готов выпускать политзаключенных, так выпускай, отвечай за свои слова, и автобусы приедут в любой момент. Мы готовы забрать каждого белоруса. Еще из стрима Тихановского мы узнали, что в провале протестов 2020 во многом виноват Запад, так как от этого самого Запада не последовало своевременной реакции на протесты. Так, может, Сережа, если бы твоя жена, за которую проголосовало большинство белорусов, приняла инаугурацию, то ситуация могла бы развиваться по другому сценарию, и реакция Запада была бы другая. А вместо этого она просто взяла командировочные от спецслужб режима и отправилась в Литву, чтобы оттуда сливать протест. Ну, а дальше нас ждет турне Сергея Тихановского и его команды по США и Канаде. Надеемся, местные диаспоры белорусов уже приготовили свои денежки на сокрушительный удар по режиму. Ну, или хотя бы на безбедную жизнь до старости семьи нового, бессрочного президента всей Беларуси в эмиграции. Ну, а пока Тихановский выдает очередные перлы и пакует чемоданы для поездки в Америку, здесь, в офисном болоте, происходят интересные телодвижения.
И эти телодвижения, похоже, говорят о том, что корабль под названием «Офис Тихановской» с капитаном Вечорко, Старпомом Добровольским и боцманом Лебедько тихо идет ко дну. Вот его покидает очередной член команды. На этот раз Александр Олехнович, советник Тихановской по экономическим реформам. Естественно, о реальных причинах ухода никто не говорит. Офис ограничился лишь общей фразой про личные обстоятельства и рассказал про многочисленные успехи, которых удалось достигнуть вместе с Олехновичем на экономическом поприще. Естественно, конкретики про эти самые успехи тоже нет. И понятно почему. Потому что на самом деле никаких успехов и нет. А еще интереснее было понаблюдать за онлайн-спором Азарова и Вечорки-младшего. После официальных похорон плана Перемога Александр Азаров высказал конкретные претензии серому кардиналу офиса Тихановской. И в этих претензиях сказано обо всем, о чем уже давно говорят белорусы, снявшие розовые очки и реально смотрящие на происходящее. Тут тебе и обвинения в распиливании грантов, и в построении бизнеса на надеждах белорусов, и в предательстве идеалов демократии. В том числе и эта перепалка указывает на то, что командировка с целью имитации борьбы под вывеской «Офис Тихановской» потихоньку сворачивается. Более того, у нас есть конкретная информация о подготовке к освобождению большого числа политзаключенных по результатам звонка Трампа. К сожалению, мы не можем озвучить сейчас эту информацию, чтобы не навредить ее источнику. Но похоже, что о ней знают и те, кто стоит за офисом. А так как основной актив, который помогал зарабатывать все эти 5 лет, возможно, в скором времени окажется на свободе, то и деятельность офиса становится ненужной. Потому что целью его существования было как раз зарабатывание личных капиталов на страданиях белорусов и слив протестного потенциала. Ну, а Франок стандартно отделался красивыми общими фразами, что, мол, я не я и хата не моя. Что-что, а красиво уводить разговор в сторону он хорошо научился. Вот и сейчас, со слов Вечорки, сам он живет очень скромно. Выделяемым деньгам он никакого отношения не имеет. Да и вообще, деньги выделялись не на какую-то там демократию в Беларуси, а на поддержку разного рода гражданских инициатив. Вот и поддерживали как могли, но похоже, что эта история подходит к своему концу. Скорее всего, именно поэтому все громче от офисных и подофисных деятелей стали звучать слова о необходимости круглого стола с режимом. Так сказать, жирная точка в этом пятилетнем грантовом марафоне. Но здесь даже диктатор решил не подыгрывать своей карманной оппозиции, сказав им прямо, что они никто и звать их никак. Считаю, что на фоне всего происходящего белорусы в эмиграции должны объявить бойкот самоназначенным так называемым лидерам демсил, срок годности которых истек. Тогда в 2020-м у нас не получилось организовать бойкот режиму внутри страны. Так давайте сделаем это здесь и сейчас. Бойкот точно такому же режиму под вывеской демократии. И все эти разговоры про то, что надо бороться с режимом, а не с офисом, не выдерживают никакой критики. Потому что пока возглавлять демсилы будут такие люди, то никакой борьбы с режимом не получится. Кстати, вопрос к литовской стороне. Я просто, может, пропустил эти изменения в законодательство. А с каких пор можно ввозить в ЕС без декларирования сумму выше 10 тысяч? Чего именно? Евро или долларов? Я точно не знаю, потому что показания сторон отличаются. И еще интересно, литовские спецслужбы ничего не смущает во всей этой истории. Может, какое-то расследование идет по факту того, что один самоназначенный дал денег в дорогу, другой самоназначенный? А теперь они якобы борются друг с другом. И еще хотелось бы порадоваться за Сергея Тихановского, за то, что он смог так быстро выяснить, где же все-таки находится госпожа Мельникова. Говорит, что и видео с ее непосредственным участием видел. А слово первого джентльмена – это вещь серьезная. Он же не балабол там какой-нибудь. Вот так вот просто. Латушка искал Мельникову, не нашел. Польские спецслужбы искали, не нашли. Даже Леончик деньги обещал за информацию о Мельниковой.
А Сережа взял и нашел, и даже видео видел. Правда, говорит, что кто-то обещанные деньги за информацию о Мельниковой зажал. Хотя здесь Леончика можно понять. Сторонники Тихановского поперли его с Международного гуманитарного фонда. Поэтому деньги за информацию о Мельниковой можно считать моральной компенсацией за доставленные неудобства. Теперь немного, так сказать, о личном. Об Антонине Коноваловой. Я не хотел делать сюжет на эту тему, но, к сожалению, она ворвалась в инфополе из-за своего сотрудничества с администрацией колонии. Почему силовики начали сливать ее доносы, еще предстоит разобраться. У меня есть на этот счет мысль, но пока что я оставлю их при себе. Пока что. Но немного все-таки выскажусь, так как меня многие спрашивают, и лично, и в чатах, о моем мнении в этой ситуации. Антонину я знаю лично. Мы проходили по одному уголовному делу. Для меня она была честным и достойным человеком. То, что я увидел сразу после ее освобождения в первых интервью, не укладывалось в голове. Но для себя я решил не делать скоропалительных выводов. Сейчас ситуация изменилась, и появились записки Антонины, которые она делала для оперативников. Возможно, я где-то даже могу понять ее. Силовики надавили, может быть, через родственников, дала слабину. Но вопрос скорее в другом. Как человека с таким бэкграундом, в принципе, допустили к каким-то процессам в структурах? Самое первое впечатление, именно такие люди с замазанной репутацией нужны офису и околоофисной тусовке. Потому что они сами замазаны во многих делах. Именно поэтому офисные СМИ начали сразу же обелять Антонину Коновалову. Но тогда возникает следующий вопрос. А почему тогда стукачей с мужских колоний подвергли хейту? Я специально пересмотрел видео Сергея Петрухина «БЧБ суки» про стукачей на ИК-3 и подумал, что Петрухин должен это видео удалить, чтобы быть объективным. А то получается, БЧБ сукам пусть помощи в эмиграции закрыт, а для БЧБ сучек везде зеленый свет. Особенно смешно стало, когда Антонина написала в Фейсбуке, что она готовится пройти полиграф. Тут сразу два вопроса. А в чем заключается подготовка к прохождению полиграфа? Если нечего скрывать, то какая такая особая подготовка к нему надо? И второй вопрос. Кто будет проводить эту проверку? Очень надеюсь, что не наши доморощенные специалисты из Пайпола и Белпола. Они уже проводили проверку той же Мельниковой, за видео с которой теперь вон никто платить не хочет. Ну, и чтобы закончить личную тему, хотел бы обратиться к Ольге Павловой. Я по-прежнему жду публичных извинений от Ольги за то, что она оболгала меня в 2021 году, когда я уже находился в заключении. Тогда Ольга публично обвинила меня в том, что я всех сдал по нашему уголовному делу. Это потом уже выяснилось правда, но извинений так и не последовало. Как живется Оля с таким-то грузом? Хотя в белорусской эмиграции становится в порядке вещей. Безосновательно вылить на человека ушат помоев. Обвинить в разных грехах, а потом делать вид, как будто ничего не произошло. Вот и на неделе под такую ситуацию попал Евгений Вильский, один из организаторов схода НЕПИЯ и исполняющий обязанности председателя Народной громады. Его ни много ни мало Белсат обвинил в работе на КГБ. При этом речь на самом деле шла о Евгении Дудкине, бывшем членом партии БХД. Но зачем нашим СМИ проверять информацию, которую публикуют? И вот тут вопрос, а случайно ли это было сделано? Ведь журналисты прекрасно понимают, как работает информация, брошенная в инфопространство. Даже если потом последует опровержение, то часть зрителей увидит только первоначальную информацию и может в нее поверить. Хотя, чего тут удивляться, если нынешние белорусские так называемые независимые СМИ давно забили на журналистскую этику, на объективность и на факт-чекинг. К сожалению, они стали инструментом обслуживания интересов вышних людей, которые имеют влияние на их финансирование. Никакой журналистики, только бизнес. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. В ближайшие недели мы все-таки надеемся на освобождение значительной части наших ребят и девчат. Конкретные предпосылки для этого есть. И если это произойдет,
то нам нужно быть готовыми их принять и разместить. И лучше, если мы сделаем это сами, без помощи офиса и разного рода помогаторов, потому что в противном случае до самих политзаключенных снова дойдет лишь малая часть помощи. К сожалению, таковы реалии. Делитесь этим видео со своими друзьями. Не забудьте подписаться на наш канал. Обязательно ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. С вами был канал Небеглых. Скоро увидимся.